Всем привет, с вами Анва Нави, и это видео о том, как я рисовала арт для страшного артбука, для хоррор-бука так называемого. Пригласили меня поучаствовать за 2-3 дня до самого крайнего дедлайна, поэтому, ребята, могла бы лучше, сделала бы, времени было мало, смотрим. Идея рождалась постепенно, и я решила сначала просто нарисовать многоликое чудовище. Потом подумала, что на контрасте лучше сработают детские лица, растущие из разных мест на шеях, чтобы было много шеи. Во что потом обернулась эта идея, вы увидите сами. Итак, сначала я рисую грубый лайн крупной кистью, потом стираю где-то на 50% opacity и уточняю лайн в слое поверх. Для разнообразия я решила добавить самые разные этнические черты. Тут, как видите, есть чернокожий ребенок, есть девочка-азиатка, есть мальчик-еврей, есть несколько европеоидных лиц. Вот дальше уже родилась сама идея. Чудовище, которое мы видим, это возродившийся после смерти преступник, педофил, который пожирает детей или души детей, как хотите, это уже на усмотрение вашей фантазии, и они навсегда остаются с ним. После того, как я уточнила лайн, я создаю слой под ним и кладу самые базовые, простые, грубые цвета, не боясь задеть контуры или оставить незакрашенные места, это все потом уточнится. Дальше я начинаю прорисовывать, насколько возможно. Это просто самый трудный для меня этап, как избавиться от лайн-арта. Я ужасно люблю рисовать в линиях, и всегда для меня сложно от них избавиться. Они, по-моему, очень выразительны. Ну да ладно, каждая работа – это вызов самой себе. Я продолжаю прорабатывать какие-то основные цвета, светотени, детальки, лица. Контуры, как видите, я решила немножечко подкрасить. Сначала думала в коричневый, потом в такой голубоватый, потому что больше подходит по общему тону работы. Сейчас я бы, наверное, много поменяла в схеме освещения, но уже поздно и времени не было. Исправила бы, пожалуй, некоторые ошибки, я вам не скажу какие. Если вы сами заметили, молодцы, если нет, не скажу. Вот, честно говоря, мне нравится, как у меня получились тут ступни. Раньше получалось не так здорово, я прям довольна собой. Это, пожалуй, самый удачный для меня момент в этой работе. Так, дальше, как вы видите, я поняла, что цвет тела слишком теплый, поскольку тварь у нас, можно сказать, зомби, то есть он был убит и восстал из мертвых. Я решила его придать такой мертвенной бледности, голубизны немножко. Дальше немножечко поработала над шторками, освещением, цветом воздуха, можно так сказать. Вернулась еще к китайской девочке, которую я забыла. Утемняю фон, добавляю немножечко лунного света. Пожалуй, он не так получился, как я себе это видела в голове. Дальше я подумала, что поскольку чудовище было разорвано, оно, пожалуй, должно оставаться такими сшитыми кусками, сросшимися. А на его тело я решила добавить татуировки с именами его жертв. А теперь печалька. Я случайно не записала последний фрагмент видео, где было доведение картинки до ума. Очень жаль. Но не вернуть, к сожалению, процесс рисования. Но вы всегда можете посмотреть, как выглядит готовая картинка, собственно, в самом артбуке. Спасибо, что досмотрели. Если я вас порадовала, порадуйте меня лайком, подпишитесь на мой канал, подпишитесь на мой инстаграм, я оставлю ссылку в описании, и хорошего вам дня!